Я медленно шел к тому, чтобы преодолеть все те блоки, что стояли во мне. И поэтому я знаю, что Дана обладает огнем, который скрывает от братства. Чего? Через несколько километров будет небольшой оазис. Заночуйте там. Это уже какая-то конспирация. Чё это? Что? Что? Да ладно! Вау, мини-игра! Ярость, грабежи, пропавшие вещи, убийства, возвращение Акетры и кровь. Да уж, предыдущая серия так и кричит. Это только начало, сынок. Страдания только начинаются. Короче, я точно понимаю то, что пора валить из города. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы обязаны валить отсюда. Разгром дома Акетры, убийства, перекрытые улицы, разъяренный Абди. Все это лишь полбеды. Сейчас нам действительно нужно думать о том, как сбежать. Причем, внимание, сбежать до момента, пока правительство не поняло, что их план по убийству Акетры провалился. Ох-ох-ох, какой раз убеждаемся, что Тойфетун и власть неразрывно связаны. А еще в самом начале я успел произнести, что да, произошла кража, но не только у Акетры. Хе-хе, ребята, меня тоже обокрали. У меня 0 вещей по сундукам. Я не помню, что там валялось. Я что-то мог оттуда съесть, что-то зачаровать, что-то, не знаю, да в целом, наверное, все. Короче, да, там валялись не самые важные предметы, но тем не менее обидно. То есть я копил, и вот тебе, накопил называется. А вот самые важные предметы у меня все еще лежат в рюкзаке. Благо то, что его никто не крадет. Купальный костюмчик, это важно. Штанишки Зарифа, со мной они до конца сезона. Пахнут овощами. Ну а если серьезно, то давайте вспоминать. Предыдущая серия закончилась на том, что леди Акетра вернулась с мироходческих приключений. И по идее она сейчас здесь, да? О, стоп. Погоди, а я думал то, что мне сюда. С Дерека нет, Абди нет, Акетры тоже нет. Я прошу прощения, а что мне в итоге тогда делать? Просто я никого не вижу. То есть буквально, может быть, они... Откройся. Эй, пс. Чего? Пс. Лолошка. Лолошка, эй, иди... О, да, иди сюда. Ладно, я понял. Угу. Так, это мы закроем. Ух ты, так вы все-таки дома. А что насчет остальных? Вы с ними говорили? Нет, я пока что не хочу ни с кем из них разговаривать. Просто не готова отвечать на их вопросы. А уж тем более, я боюсь услышать ответы на свои вопросы. Ох-ох-ох, Лолошка, я тебе такое должна рассказать. Я мироходец. Ну? Ты чего молчишь-то? То есть, я просто шокирован, леди Акетра. Я недавно узнал, что я тоже мироходец, но до конца не понял, что это означает. Ой, Акетра, послушайте, то, что мы много путешествуем, это не означает, что мы мироходцы. Я не совсем понимаю, как на это реагировать. Мироходец? А что это значит? Так, ну, наверное, самый правильный это вот это, со значком Тойфетуна. Я просто шокирован. Я недавно узнал то, что я тоже мироходец. А? Что? Подожди, правда? Ну, конечно! Мы же с тобой были в твоем карманном измерении. Именно так его называл мой новый знакомый. Точно! Откуда бы оно взялось, если бы ты не был мироходцем? О, Лолошка, я видела другой мир, представляешь? Пока ты был на Шахтерских островах, на нас напали. Ну, впрочем, ты и так это уже видишь и знаешь. В какой-то момент мне прямо в лицо летел нож. Я очень-очень испугалась и... Сначала оказалась в каком-то лесу, где были ужасные хищники. Потом я оказалась где-то глубоко под водой. Там у меня от давления что-то голова заболела. И уже после этого, Лолошка, я оказалась в мире со странным названием 13. Представляешь? Там я познакомилась с Фарагондой и... Сан-Франом. Сан-Фран оказался эльфом. Прикинь, это такая другая раса, он не человек. А еще я только сейчас поняла, они владели магией. Ты представляешь? Нет, ну ты представляешь? Я пила кофе из другого мира. Меня переполняет восторг. Внутри просто все горит. Светится. По жилам растекается сила. Это невероятное чувство, Лолошка.
Тебе же оно тоже знакомо, да? Это как мы тогда прыгали с тобой с ядовитого гейзера, только в 100, не-не-не, в 1000 раз круче. Там был скин, была своя валюта. Она еще, знаешь, так смешно называлась, трюки. Я там даже купила платье себе, была настоящая магическая академия, я столько всего узнала. Фарагонда сказала мне, что из меня вышла бы отличная учительница, кстати. Не знаю, как она это увидела во мне за такое уж тем более короткое время, но я была в восторге, это точно. А потом я смогла вернуться домой, достигнув баланса со своей искрой. Ой, так, как бы тебе объяснить-то? Искра — это такой особый орган в теле мироходца, и... О, блин. В некотором смысле можно сказать, что вернуться домой помог мне ты. Ох, я так торопилась сюда, я так торопилась. А сейчас проснулась и боюсь даже выйти из комнаты. А что если окажется, что кто-то... Что если случилось что-то непоправимое? О, Халима, твоя Так, ладно. Сдерик, Абди, Хануф и я в порядке. А вот Халима... Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я помог тебе вернуться домой? Знаешь, леди Акетра, будет лучше, если тебе Хануф все расскажет. Ну давайте не будем, наверное, ничего таить от нее. Короче, Сдерик, Абди, Хануф и я в порядке. А вот Халима, она... А? Что с ней? Что, ее ранили? Эй, Лолошка, почему ты молчишь? К черту! Ай, надо самой разобраться. За мной! Ладно. А что? Ой. Хануф, ты почему плачешь? Ой. Леди, вы в порядке? Вы проснулись? Как вы себя чувствуете? Что с вами случилось? О, Хануф, не обо мне сейчас. Что случилось с Халимой? О, леди, ее больше нет с нами. Она теперь с Кнефмтити. О, боже, бедная моя Хануф, бедная моя девочка. Мне так жаль, мне так жаль. Нет, ничего. Знаете, я решила, что я теперь... Я буду такой же сильной и смелой, какой была она. Поэтому я больше не буду плакать, леди Акетра. Пока вы спали, к нам приходил ваш знакомый Джамиль. Он обещал разобраться, кто на нас напал и что вообще произошло. Леди, я не знаю, куда вы пропали в тот вечер и что это было. И я не буду вас расспрашивать. Но если вы захотите поделиться, знаете, я всегда рядом. О, дорогая моя Хануф, конечно, конечно. Как же я скучала по тебе. Ты расскажи-ка, как вам удалось отбиться? О, леди, это все Абди. Знаете, он был сначала спокоен, даже когда его били. А потом он увидел кровь на своей одежде, и его как будто подменили. Он в одиночку расправился со всеми нападавшими, кроме одного. Одного прикончила Халима. Так, ладно, это мы еще обсудим. Хануф, я понимаю, что всем сейчас тяжело, но нужно, чтобы вы немедленно собрали все. Все, что может пригодиться в ближайшее время. И в долгосрочной перспективе тоже. Мы уезжаем. Возможно, навсегда. Хорошо, леди Акетра. Я расскажу Абди и Сдерику. Да, все, я побежала. Вот так вот-то. Ты будешь сильной! Как же жаль, а. Лолошка, Халима была со мной 7 лет, а Хануф знала Халиму с самого детства. О, не пойдет. Я не представляю себе, что она сейчас чувствует. Но мы отомстим. Лолошка, мы все им отомстим. Ладно. О, Джамиль! О, слава богам, Акетра, ты в порядке? Джамиль, ну куда же я денусь? Рассказывай, что ты узнал? Ну-ка. О, вот так сразу к делу? Ну ладно, плохи наши дела, леди. Какому-то приближенному фараона сильно не по душе, что вы лезете в дела, в которые вам бы лезть не следовало. Сегодня на площади будет объявлено, что вы все, и да, ты тоже, внесены в список. Если что, как я понял, они до последнего не хотели этого делать. Вы, леди, все-таки пользуетесь большой поддержкой среди обычных граждан. Но когда оказалось, что группа мастеров-наемников не вернулись от своего задания, ваша судьба была определена. Что? Вот... О, черт.
То есть у нас есть всего лишь пара часов, чтобы убраться отсюда, верно? Именно. И я поеду с вами. Я слышал, кстати, ты собираешься к Молотову морю, да? Да, Джамиль. Но тебе-то это зачем? Ой, ну и вопросики у тебя, конечно. Да, давно хотел устроить себе отпуск. К тому же у меня там есть кое-какие знакомые. Помогу вам устроиться так, чтобы не пришлось отвыкать от комфорта. Кстати, ты же понимаешь, что внесение в список означает, что вы теперь нигде не будете в безопасности? Ох, да, Джамиль. Я морально готовилась к этому с самого первого нашего путешествия. Ну и славно. Короче, я подготовлю нам верблюдов. Через пару часов выдвигаемся. Эй, Если Джамиль, что- спасибо. Да ничего. Главное, не задерживайтесь. Ох. Да уж, я, конечно, готовилась, но скорее морально. Даже не представляю, как я оставлю этот дом. Ух. Я жила здесь еще до того, как взяла к себе Халиму и Хануф. О, Лолошка, я поверить не могу. Нас действительно внесут в список. Ну знаешь, им же хуже. Если я не буду теперь заниматься стимулированием образования и науки, во всем Нарфанисе не останется таких меценатов. Сколько блестящих умов и бедных слоев населения останется без поддержки. Ну ничего. Еще наступит наше время. За скульптора, за Халиму, за всех. Как же, всех собрать-то только за 2 часа. Ой, надо поторопиться. Быстрее. Так, ладно, а мне-то что делать? Что, мне тоже нужно? Нет, здесь я сама. Ну ладно. Так, окей, еще раз. За скульптора, за Халиму, за всех. Как же все собрать за 2 часа? А, я понял, то есть мне нужно помочь ей все собрать, да? Но я даже не знаю, что тут может валяться. Это записка какая-то? Ну-ка. Нет, это просто бумага. Это у нас, по идее, благовоние. Давайте на всякий случай возьмем. Я просто не знаю, тут столько вещей разбросано, и мало ли что-то из этого пригодится. Я, конечно, осознаю то, что благовоние это бред полнейший. Но, ведро, кстати, это мы возьмем. В моей комнате ничего взять не получится, это точно. В комнату Абзи так и не зайти. Халима погибла, и какая из этих комнат была, ее не совсем понятно, но какая разница, зайти все равно ни в какую нельзя, стоп. Опа, а тут еще комната. Так, а кто здесь жил? Это записка? Нет, это просто книга. Я так понимаю, то, что либо Халима, либо Хануф, либо Сдерик. О, а может быть вот эти вещи можно забрать? Ну-ка. Не получается, блин. Я просто как будто получил намек, то, что нужно что-то на всякий случай взять, но при всем при этом это такой слабенький намек. Вот это возьмем, золото. Кстати, статуя бога фараона. А ну-ка, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, сколько у меня скоробеев. Пора бы, наверное, прокачаться, да? Так, допустим, потратим золотых скоробеев. Это будет... Тут надо хорошенько подумать. Стрела Анубиса с вероятностью в 10% за уровень при попадании стрелой в цель поражает окружающие цели иссушением. Нет. Увеличивает наносимый урон пропорционально здоровью. Вот это прикольно, но... Сколько? 100-й уровень боя, чё издеваешься? О, божественный покров. Позволяет шансом в 1% за уровень навыка полностью парировать полученный от моба урон. Прокачиваем. А, так я трачу-то не золотых скоробеев, а уритеховых. Ну ладно, тогда мы бой прокачаем. Тут получается у нас дополнительный наносимый урон прокачка и дополнительное сопротивление урону, да? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, нормально. О, вот оно! Египетская сила. Когда здоровье игрока опускается ниже 30% от максимального, накладывает на него поглощение, регенерацию, сопротивление и огнестойкость. Перезаряжается в течение игровых суток, то есть 20 минут. Осталось 0 секунд. Ого, долго. Но, по сути, это реально может меня спасти. Это в какой-то степени, знаете, тотем исцеления, или как он там называется? А, тотем бессмертия. Но только это бесконечный тотем бессмертия. Круто! Требуется бой 40 уровня. У меня 25-й. Ну ладно, прокачаем еще. Серебряных скоробеев могу поменять на золотых. Это будет 6 золотых, потому что у меня 18 серебра. Но не, пока я этого делать не буду. А вот лазотеповых надо бы потратить. У меня их целых 5. Допустим, полет, наверное. Или скидка. Применяет максимальные скидки к торгам крестьян. Мы уже постепенно начинаем замечать то, что в сюжете жители интегрируются. И что-то мне подсказывает, что лучше прокачать. Бам! Замечательно. И вот этого одного я потрачу на восстановление. Снижает штраф по опыту для получения скоробеев на 5% за уровень навыка. Бам. Все. О май гад! А что с кухней-то превратили? Вы посмотрите. Мать! О, Сдерик. Ну как же, как я могу не взять помидоры, так как помидоры ведь испортятся, вонять будут. Да, блин, к тому же они такие вкусные. Но если я даже в несколько слоев ткани заверну, они лопнут, они обязательно лопнут.
Интересно, леди Акетра разрешит мне взять несколько ящиков с собой? Блин, а что делать с остальными продуктами? О, Лолошка, ты чего здесь делаешь, а? Ты что, уже все собрал, что ли? Не понимаю, как мне умудриться взять все с собой? До Молотого моря по пустыне чуть ли не неделя пути. Нам понадобится еда, вода. Но я не понимаю, как это взять. Сколько верблюдов понадобится, чтобы взять эту еду? Что есть дома? Тихо, тихо, успокойся. Сдерик, Джамиль наверняка позаботился о еде. Собери для начала свои вещи. Ой, да Сдерик, не парься. У нашей госпожи столько денег. Мы сможем хоть, не знаю, 30 верблюдов взять. Так, Сдерик, возьми все самое калорийное и легкое. Орехи, сухофрукты, сушеное мясо. Кстати, да, это хорошо звучит. Точно, ты прав, Лолошка. Еще отдельно возьму воды в бурдюках. Из них-то уж точно не испарится. Ага, это ты хорошо придумал. Так, тогда пока есть время, раздам остальную еду детям на улице. Только надо еще Акетру спросить. Пойду. Так, получится бурдюки, сушеное мясо. Хорошо. Ладно. На всякий случай проверим тоже. Мало ли тут что-то валяется. Вот этот сундучок, эта бочка. Как бы к ней подступиться-то? Так, вот это поломаем. Вот так вот. Ой, минус меч. И тут было пусто! Черт! Здесь тоже ничего не взять. Ну, не знаю, капусту на всякий случай возьмем. Вообще, кстати, еда, которая кушается, это очень важная еда. Вот, например, смотри! Тут у нас бургеры, или что это? Тарелка пастушьего пирога. Вау! 14 сытости и еще сытость на 5 минут. Да, я это определенно беру. Я уже столько всякого говна взял, что у меня такое ощущение, что я просто бредом страдаю. Ну ладно, золото, это все сюда. Абди? Ой, подождите. Лолошка, я могу с вами поговорить? Да, давай. Почему бы и да, как говорится? О, хорошо. Тогда пойдемте наверх. Я бы не хотел, чтобы нас слышали. Ладно. Абди, который скрывает что-то от Акетры. Ну, или от кого? От Сдерик. О, золото. Так, что ты хочешь со мной поговорить? Может быть, ты хочешь сказать то, что хочешь сбежать? Типа, я больше не хочу служить Акетре? Я не вынесу того позора, что совершил? В общем, Лолошка, я не машина для убийств. Я не убийца. Я никогда не хотел быть таким. И сейчас тоже не хочу. Но я Абд. А значит, выбора у меня нет, да? Родители дали мне самое рабское имя, какое можно себе представить. И я всегда жил в соответствии со своим именем. Дана воспитывала из меня первоклассного убийцу. Она знала, что моя покорность служит залогом ее безопасности. И она была права. Я не смог ее убить. Я очень хотел, но не смог. Я убил много ее людей. В своем желании убить ее я перерезал многих, Лолошка. Даже включая тех, кто этого не заслуживал. Я все равно не смог пересилить себя и поднять на нее оружие. Она смеялась мне в спину, когда я уходил. Я ни разу не ослушался ее приказа. Ни разу не отказался выполнить ее требований. Но после нападения на госпожу Акетру, после того, что я натворил в ту ночь, Лолошка, во мне что-то сломалось. С момента, как я познакомился с вами, как вы впервые были ко мне добры, я медленно шел к тому, чтобы преодолеть все те блоки, что стояли во мне. Лолошка. В общем, вы самый близкий для меня человек во всем Мисре. И поэтому я знаю, что Дана обладает огнем, который скрывает от братства. О. Ого! Он очень боялся рассказать эту информацию. Видимо, об этом знает только Дана и он сам, да? Куда он убежал? Подожди. Он к себе в комнату, что ли? Да, просто... Да, он, походу, к себе в комнату. Вон он. Вот тебе и информация, кстати говоря, да? Дана обладает огнем, который скрывает от братства. Что ж, значит, у нас есть что-то типа дезертира среди туев и тунсов. И это Дана. Кстати, то, что мы поднялись наверх, напомнило мне то, что я вверх не осмотрел. По-любому тут может быть какая-то вещь, да? Короче, давайте ведра заберем. Будет у меня 3 ведра, побольше золота. Золото явно пригодится. Благовония опять же валяются. Ну мало ли леди Акетре захочется благовоний, а? Ой-ой-ой, госпожа, леди Акетра, ну что ж вы такое несете? Давайте я помогу вам. Фу. Фига себе. Фига себе, сколько тут вещей, ребята. Я, если что, тоже собрался. Я
Я реально собирался, я как бы не забил болт. Честно, честно. О, Хануф тоже идет. Абди, все пережи... И я А? один все в инвентаре. Абди, мы вообще-то уже выходим. Где твои вещи? У меня ничего нет, кроме самой лучшей госпожи и самых лучших друзей. Угу. И невероятных боевых умений. Ну, знаете, кажется, нам уже пора, да? А он у нас не убийца, как он говорит. То есть, получается, Абди у нас далеко не простой чувачелла. Он у нас первоклассный убийца, которого вырастила Дана. Так, ладно, что мне в итоге нужно сделать? Просто выйти? Да, окей. О, ну наконец-то! А я думал, сможете ли вы собираться еще дольше? Джамиль, а ты сам-то попробуй собраться, когда навсегда покидаешь свой дом. О, леди Акетра, кажется, ты забываешься. Я же еду с вами. Кстати, давай сюда. Ой, спасибо. Да не стоит, не стоит. Пойдем. И прям реально за плечо закинули. И я тут в кармане все тащу. Нафига мне все эти мешки, реально, нафига? Ну вот. Это наши песчаные корабли на ближайшее время. Да уж, обычно песчаные корабли так не воняют. О, понял. Сдерик идет пешком. Не-не-не, я ничего такого не имел в виду. Да уж, запашок, если честно, действительно не из приятных. Я... Фу, уже и забыла, как благоухают эти существа. Ничего, привыкните. Сдерик, Абди, помогите мне сложить все вещи. А я? Что меня за мужчину не считают, что ли? Я как бы тоже могу помочь, учитывая, что у меня ничего нет, кроме вина. Иду тут, распиваю. Ой, блин, как они круто все складывают, а? Вау! Так. Здесь сложили, тут сложили. Все молодцы. Мне-то нужно что-то складывать или как? Обалдеть, ребята. Рубрика «Догадайся сам». Ничего не происходило. Я подумал, может быть, багануло что-то. Но нет. Мы берем сирене-крыжовник и... Нате, Акетра. Что это? О, Лолошка, ты взял с собой мое любимое масло? Ты-то мой спаситель. Нанесу каплю над верхней губой. Оно перебьет этот ужасный запах. Так, стой на месте. Вот так вот, а? А, тебе тоже. Ой, вот так лучше. Так. Я не понял. А вы чё стоите-то, а? Мы уже готовы. Отправляемся. Вперед! Прямо в строй! Абди? Абди, ты куда? Абди, господи, это он со мной сравнялся. Это он что, поговорить хочет? Ложка, вы бы замотали лицо шарфом-то. Тут очень сухо. Песок будет забиваться в поры, будут царапины. Вы простите, мне сложно перебарывать себя. Госпожа Дана, честно говоря, не отказывалась от меня. По сути, я все еще ее абд. Но я знаю, где она хранит огонь. И я знаю, что это. Госпожа Дана очень долго пыталась добиться того, чтобы артефакт ее слушался. Но так и не смогла. Это одна из причин, почему я считал, что огней не существует. Если даже госпожа, которая имеет мою душу и верность, не в состоянии вызвать силу огня, значит, их не существует. Ну, или сила никогда не откроется человеку. Сейчас я вижу ситуацию совсем иначе. И я могу вам рассказать, что Дана от всего мира прячет черную розу Кнеф-Мтити. Вот. Окей, вот эта информация из бухты-барахты. Стоять! Ребята, позади нас пылевое облако. Но... Черт, у меня есть ощущение, что это не... Ну не тяни, Джамиль, что случилось? Короче, мне кажется, что за нами погоня. Что? О боже, и что же нам делать-то? У меня есть одна идея. Я возьму пустого верблюда и запутаю следы. Погоня отстает достаточно, чтобы я смог сбить их с толку. Чего? А нам-то в это время что делать? Так... Лолошка, веди всех строго на север. Через несколько километров будет небольшой оазис. Заночуйте там. Я присоединюсь, когда покончу с погоней. Мистер Джамиль, я поеду с вами. С 3 верблюдами будет проще путать следы. Ты вызываешься помочь? Ну хорошо. За мной. Обалдеть. Это уже какая-то конспирация. Чё это?
Что? Что? Да ладно! Вау, мини-игра! Охренеть! Вот этого я точно не мог ожидать. Стоп, что? Мне нельзя врезаться вот в эти перекати поле, да? Понял? Обалдеть! Вот это я реально сейчас удивился. Так, хорошо. Не врезаемся в перекати поле. Выглядит, честно говоря, как супер изи. Поэтому особо-то и не паримся, да? Только что-то этих перекати поле с каждым разом все больше и больше. Тихо. Вижу. Я вижу домик. Это оазис тот самый, да? Джамили рассказывал. Так, тихо, аккуратненько. Уже я ни хрена не вижу. Я не вижу, потому что передо мной ложка. Черт! Я... Серьезно? Стоп, я не умер? Я уже типа доскакал, да? Все нормально. Это типа у меня есть еще одна жизнь. Все, я понял. Та-та-та. Ой. Я доскакал? Я доскакал. Ой. То есть, блин, интересно, а что если бы я еще раз потерял хп? Что было бы? О, господи, как же я устала, я просто с ног валюсь. Да, слушайте, согласен. От этой быстрой езды у меня попа отваливается. Лолошка, можешь посмотреть, нет там синяков? Шучу. Они там однозначно есть. Да, фу. Все мужчины такие гадкие. Да. А что, Хануф, у тебя ничего не болит, хочешь сказать, да? Очень даже болит. Мне еще и грудь напекло ужасно. Да ладно, не бузи, сейчас все будет. Вот это... Вот, возьми. В одном справочнике по медицине было написано, что нужно это растолочь и получившуюся кашицу нанести на обожженный участок. Станет полегче. Ладно. Спасибо. О, большое спасибо. Да, без проблем. Спокойной ночи. Эй, слушай, Лолошка, ты выглядишь довольно свежо. Можешь это... покараулить. И через пару часов, если что, разбуди меня. Я сменю тебя, да? Ладно? Окей. Мой персонаж не хочет спать никогда, поэтому без проблем, хоть всю ночь. Да ё-моё. Да. О, Лолошка, ты лучший. Последуй примеру леди. Ну, если ты не против. Спокойной ночи мне. Спокойной ночи тебе. Что, я остаюсь на карауле? А тут где-нибудь присесть, может быть, можно? Че, мне реально просто стоять или опять садиться на факел? Будем друзьями. Что ж, серия получается достаточно большой, поэтому мне кажется, что на этом можно постепенно заканчивать. Но, прежде чем я скажу свою избитую фразу «пока-пока», мне очень хочется вас кое о чем попросить. Ребят, я думаю, вы прекрасно понимаете то, что поддержка в виде лайков, подписок, это правда очень круто, потому что это дает огромный буст мотивации. Но при всем при этом, я думаю, не тяжело догадаться, что бюджеты на разработку с каждым месяцем растут и растут. А монетизация на ютубе все еще того. Вот. Именно поэтому я впервые, наверное, не то что попрошу вас, скорее напомню, что помимо лайков и подписок, нам можно помочь материально. Например, зайти на сайт мироходец.ру, это мой собственный мерч-магазин, где можно приобрести мерч-продукцию по любому сезону и по каналу в целом. Либо можно приобрести подписку на Бусти, которая будет помогать нам на постоянной основе. Вот, все, я напомнил, спасибо, надеюсь, вы были не против. А на этом я действительно буду постепенно заканчивать. Мы сбежали. Ох, боже, даже самому не верится. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Оазис. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.